Тысячи лет назад в Древней Индии мудрецы Риши заглянули в самую суть бытия. Они создали не просто красивые фразы, а ключи, которые способны изменить сознание человека, направить его к истине, гармонии и силе. Можем ли мы, люди 21 века, черпать идеи из этих великих древнейших изречений? Кто мы на самом деле? Откуда мы пришли? Какова наша истинная природа? Древние Риши уже знали ответы на эти вопросы. В этом видео мы разберем 3 их первых великих афоризма, которые могут перевернуть ваше восприятие реальности. В наше время, когда мир меняется с невероятной скоростью, все больше людей обращают внимание на древние философские учения. Когда-то они казались чем-то абстрактным, но сегодня многие их идеи воспринимаются не как оторванные от реальности размышления, а как ценные практики, способные реально помочь человеку. Глобальные перемены заставляют переосмысливать, казалось бы, незыблемые истины. Люди ищут способы трансформировать свое сознание и мышление, чтобы с меньшим стрессом адаптироваться к новым условиям, обрести свое место в этом динамичном мире и понять свое предназначение. Кто такие Риши? В Индии философия передавалась от учителя к ученику в традиции Шрути, что в переводе означает «услышанное знание». Веды – это самые древние священные учения Индии, в которых раскрываются принципы жизни, устройства Вселенной и духовности. А Риши – это мудрецы, которые постигли Веды в глубокой медитации. Афоризмы древних Риши – это не просто поэтические строки, они кодируют философию жизни. Каждый афоризм можно рассматривать как портал, который раскрывает перед нами новую реальность. Афоризм первый. Ты есть то. Это один из самых могущественных афоризмов. Это мощное напоминание о нашей истинной природе. Ты не отдельное существо, а часть бесконечного сознания. Все, что ты видишь, это ты. Наш привычный мир – это иллюзия, которую каждый воспринимает по-своему. Мы воспринимаем себя как тело, личность, индивидуальное «я». Но в действительности каждый человек является бесконечным сознанием, то есть брахманом. Капля воды из океана кажется отдельной, но по сути она тот же океан. Так же и человек. Он кажется отдельным, но на глубинном уровне он и есть Вселенная. Когда человек осознает свою божественную природу, он достигает освобождения, состояния вне страха, страданий и эгоизма. В современном мире много стресса, работа, деньги, болезни. Если ты осознаешь свою бессмертную природу, страхи теряют силу. Ты понимаешь, я не этот временный хаос, я вечное сознание. Люди страдают, когда теряют вещи, деньги, людей. Если ты не зацикливаешься на этих временных вещах, ты сохраняешь внутренний покой, независимо от внешних обстоятельств. Наше общество разделено на нации, религии, классы. Если ты есть то все другие тоже то. Все люди – это единое бесконечное сознание. Осознание этого порождает у человека сострадание и уважение к другим людям. Напоминай себе и постепенно осознай, что ты не только тело, эмоции или мысли, а нечто большее. Ты
бесконечное сознание, которое наблюдает за этим всем. Ты не капля в океане, ты целый океан в одной капле. Осознать себя целым океаном в одной капле, а не каплей в океане, тебе помогут медитации наедине с самим собой. После таких медитаций ты начинаешь осознавать себя наблюдателем, а не личностью с проблемами и ограничениями. Ты начинаешь осознавать, что все люди – это ты же сам, только в другой форме. И поэтому ты начинаешь чувствовать меньше раздражения, больше любви и единства с миром. Ты начинаешь осознавать благодарность за свое существование, что быть здесь и сейчас уже чудо. Вместо тревоги о будущем появляется внутренний покой. Осознание афоризма «Ты есть то» – это не просто философия, а реальный путь к спокойствию, любви и единству с миром. Второй афоризм звучит так: «Я есть бесконечное сознание, совершенство, то есть Брахман». Когда человек глубже осознает суть первого афоризма «Ты есть то», он приходит к еще одному важному пониманию. «Я есть Брахман», что значит «я уже совершенен». Мы всегда ищем совершенство вовне, в успехе, деньгах, признании. Но риши говорили: тебе не нужно становиться кем-то другим, чтобы быть цельным. Все, что тебе нужно, осознать, что ты уже есть, то, что ищешь, что ты уже совершенен. Когда ты перестаешь искать истину снаружи и осознаешь ее внутри, появляется глубокое спокойствие, сила и свобода. Представь, что есть статуя из чистого золота, но она покрыта грязью и пылью. Люди смотрят на нее и не видят золота, видят только грязь. Некоторые пытаются ее украсить, красят, добавляют украшения, но это не делает ее ценнее. Но если просто убрать грязь, статуя снова засияет. Ведь золото всегда было там, оно никогда не исчезало. Так же и человек. Он уже совершенен, но не видит своей истинной природы из-за страхов, сомнений и внешних убеждений. Когда ты перестаешь искать ценность вовне и осознаешь, что все, что нужно, уже внутри тебя, появляется глубокий покой и свобода. Ты не должен становиться золотом, ты уже золото. Нужно лишь убрать иллюзию, что ты им не являешься. Третий афоризм. «Все это есть Брахман» означает, что вся Вселенная – это проявление Брахмана, высшей реальности. Все, что ты видишь – предметы, люди, события, сама Вселенная – это не что-то отдельное, а проявление одной и той же высшей реальности – Брахмана. Мы часто чувствуем себя отдельными, маленькими, потерянными в огромной Вселенной. Но если все есть Брахман, значит мир – это не чуждое нам место. Мы и есть мир. Замени восприятие «я» и внешний мир на все это единое сознание. Когда смотришь на природу, людей, события, вспоминай, это тоже часть единого. Мы часто считаем духовность чем-то отдельным от жизни. Но если все есть Брахман, значит сакральное существует в каждом моменте, в каждом человеке, в каждой вещи. Смотри на мир, как на проявление божественного.
а не просто как на набор случайных событий. Практикуя осознанность, замечай красоту в простых вещах. Мы боимся будущего, перемен, неизвестности. Но если все есть Брахман, значит нет хаоса, есть только проявление единого сознания. Когда тревожишься, вспомни, Вселенная не враждебна, она – это ты. Прими мир таким, какой он есть, без сопротивления. Представь, что есть много разных глиняных сосудов – чашки, горшки, вазы, кувшины. Они разного размера, формы, цвета. Каждый из них кажется отдельным предметом, но все они сделаны из одной и той же глины. Мы смотрим на мир и видим разных людей, разные вещи, разные события. Но все это просто разные формы одной и той же реальности. Как сосуды состоят из глины, так и все во Вселенной состоит из Брахмана. Когда мы понимаем это, мы перестаем видеть разделение и начинаем ощущать глубокую связь со всем существующим. В этом ролике мы разобрали 3 великих афоризма Риши, которые помогают понять нашу истинную природу и связь с миром. Первый афоризм «Ты есть то» напоминает нам, что ты не отдельное существо, а часть бесконечного. Второй афоризм «Я есть Брахман» раскрывает нам, что ты уже совершенен. Третий афоризм «Все это есть Брахман» показывает нам, что весь мир – это единое сознание, что все вокруг – это тоже ты. В следующем видео мы разберем еще 4 мощных афоризма Риши, которые помогут по-новому взглянуть на истину, действие и нашу роль в мире. Особенно интересен 7-й афоризм. Его разбор вас точно удивит. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение.